Друзья, вы решили сыграть в зоне 9. Напоминаю, колесо рулетки я разделил на 8 зон, посмотрите. 0,10, 6,9, 1,21 и 11,28. Давайте посмотрим, как мы можем обыграть зону 9. Ключевой номер в зоне 9 – номер 22. Не 9, а номер 22. Запомните, пожалуйста. Конечно, идеально поставить по треку один сосед в номер 22. Для большей ясности дублирую на колесе рулетки эту же ставку. И если шарик остановился в диапазоне этих 5 номеров, ну, конечно, это гениально. Но как часто так бывает? Ну, вы все прекрасно знаете. Потому что шарик возьмет, допустим, и остановится в номере 14. И ваш сосед 22 не достает, как говорят, одним номером. Да, если вы играете сосед по 25, это может быть не так ощутимо. А если вы играете крупно, по 500 либо по 1000, это уже будет ощутимый результат. Поэтому я предлагаю вам присмотреться к ставке, которую назвал ставку точечная. Выглядит она так. Вы ставите два соседа, удваиваете номер 22, вы понимаете, что это точная ставка, и уже сосед 31 достает до номера 14. Точечная ставка идеальна для игры повтор. Она не привязана к 8 зонам, попозже я вам расскажу, что я имею в виду. И если остановится шарик в диапазоне тех номеров, напоминаю, будет, конечно, хороший выигрыш. У вас сейчас удваивается только номер 22, а если вы хотите, чтобы все номера удваивались именно на этой ставке, это очень просто. Нужно запомнить сам принцип. Вы подставляете с внешней стороны по фишке. И уже все номера здесь удваиваются, и шарик становится в этом диапазоне, ну, вообще великолепно будет. Если же вы хотите все-таки играть двумя соседями, именно в точной ставке, но чтобы удваивался номер 18, пожалуйста. Удваивайте номер 18, идет номер 18, то есть вы прям играете повтор 18, а все остальные как страховка. Хотите, чтобы 29, пожалуйста. У вас удваивается номер 29, и все остальные номера у вас как бы как страховка. Хотите, чтобы все номера здесь удваивались, опять же. И у вас уже все номера здесь удваиваются, где бы он там не упал, в этом диапазоне все будет замечательно, идет удвоение. Я думаю, я понятно объясняюсь. А в поле я предлагаю вам присмотреться два варианта ставок. Первый вариант. Вы играете неделимыми номерами. Меня часто спрашивают, что такое неделимые номера. Неделимые номера вы выбираете сектор и ставите быстро в поле, никогда не пропустите номер. Посмотрите фото. Итак, точная ставка. В зоне 9 вы ставите в поле 9, 18, 22. С одной стороны у вас будет 7, 28, 29. А с другой стороны 14, 20, 31. Итак, вы повторили точную ставку. Если шарик остановится в этом диапазоне, любой, как говорится, номер, и здесь будет хорошо, и здесь будет хорошая выплата. Но второй вариант, если, допустим, вы играете после броска, народу много, здесь в поле там столбы стоят, чтобы успеть поставить эту ставку, нужно научиться делать это одним движением. Надо запоминать именно как рисунок, потому что именно рисунком вы сможете довести до движения, до машинального движения руки. Посмотрите, здесь стрелка, диагональ и уголок. То есть это выглядит так. Понятно, да? Уголок, диагональ и, то есть, точнее, стрелочка, диагональ и уголок. Вот так выглядит одним движением точная ставка, 9 номеров. Но бывает так, что
точечная ставка может не сыграть, потому что шарик может взять и отскочить, допустим, в номер 12. И ваш сосед 29 уже тоже не достает, как говорится, опять одним номером. Поэтому я предлагаю вам присмотреться еще к одной ставке. Эту ставку я назвал ставка 3 соседа. Посмотрите, в зоне 9 ставка 3 соседа 22, 1, 12. Ставка 3 соседа, она привязана к 8 зонам. Вот посмотрите, сейчас по кругу у каждой зоны есть свои 3 соседа. Вам нужно запомнить только вот эти 8 вариантов 3 соседа. И вы уже будете владеть всем колесом в любом месте. То есть ставка 3 соседа привязана к 8 зонам. Точечная ставка, она не привязана к 8 зонам. Играете где, как говорится, хотите. А здесь очень удобно. Вы не привязаны ни к вазану, ни к шпилю, ни к тиеру, ни к чему не привязаны. Понимаете, что после броска шарик идет, допустим, в зону где-то в районе девятки, вы играете 3 соседа, 22, 1, 12, а на практических занятиях мы как раз и разбираемся, как понять соотношение скорости диска и шарика, чтобы посмотреть еще во время движения, увидеть, где становится шарик. Но бывает и так, что шарик возьмет и отскочит даже до номера 26. И ваша ставка, посмотрите на колесе, уже не достает, опять же, один номер. Поэтому я предлагаю еще посмотреть один вариант ставки. Назвал я ее ставка в полколеса. Посмотрите. Ставка в полколеса, зона 9, 14, 18, 24, 35. В зоне 9 ставка в полколеса, это уже идет именно удвоение номера 9. Как точная ставка, только не в 22 удваивайте, а именно номер 9 удваивайте. И края 24, 35. Здесь никаких пробелов, только удвоение, как бы показывает, какой вы играете сектор, какую зону. И если шарик остановится в этом диапазоне, конечно, это замечательно. Вы закрываете практически полколеса. И эта ставка также привязана к 8 зонам. Вот посмотрите, в зоне 0 будет 3, 15, 25, 20. Опять же, выучить 8 вариантов, и вы опять же в порядке. Допустим, во время игры с данным дилером вы обратили внимание, что он играет, допустим, 3 красных, 3 черных, то есть у него поставлен бросок на цвет, то вот в этом случае вы можете сыграть очень интересную ставку. Что я имею в виду? Допустим, вы понимаете, что во время броска, что шарик будет двигаться и падать только в черные большие. Вот когда есть поставлен бросок, то никогда он не упадет в красный маленький, если он играет по черным большим. Посмотрите ранее мои практические занятия, я там об этом подробно говорю, объясняю. Итак, что вы делаете? Если шарик летит, по вашему мнению, в черные большие, вы ставите номер 22, 28, 29 именно в черные номера. А с другой стороны 20, 31. А в поле вы также ставите не по 5, а по 25, по 50, либо по 100. Именно повторяете эти же 5 номеров. И если шарик остановился именно в черные номера, большие, то получается у вас утроение здесь, и еще и в поле сыграли. Даже если шарик выкатился в красный маленький номер, у вас все равно будет выигрышная ставка. Ну, чуть меньше, конечно, но это будет удвоение, это будет не проигрышная ставка. Но может быть так, что вы подумали, что шарик летит именно в красные маленькие. Тогда вы делаете таким образом. Вы ставите уже по красным маленьким девяточку, 7, 18 и 1, 14. И в поле, опять же, фишками вы ставите именно в красные маленькие. То есть вы повторили вот эти соседи именно в поле. И если вы правильно определили, что шарик летит в красные маленькие, в зоне 9, то представляете, здесь колоссальная выплата, здесь у вас утроение будет. А если он даже перекатится в черные маленькие, в черные большие номера, 22 либо 29, у вас будет там удвоение, вы все равно вернете свою ставку, даже будет небольшой плюс. Вот то, о чем я хотел вам рассказать именно о зоне 9. А сейчас давайте я попробую обыграть эту зону и сделать несколько бросков. Перейдем на другой стол.
Два диска есть и время есть. Это важно только здесь.